Всем привет! Сегодня я вам покажу рецепт кекса на сметане. Рецепт кекса простой, только после выпечки надо потратить немного времени, чтобы его украсить. Украсила я кекс джемом и шоколадом. Для приготовления я беру сливочное масло комнатной температуры. Его надо очень хорошо взбить. Масло немного увеличивается в объеме и становится более светлым. Затем я добавляю сахар. Хорошо перемешиваю с маслом примерно еще 1-2 минуты. Всыпаю ванильный сахар, соль, продолжаю перемешивать. Яйца я добавляю по очереди и хорошо их взбиваю. Когда смесь готова, я добавляю в нее сметану. Теперь перемешиваю просто ложкой. Муку я заранее просеяла и добавила в нее разрыхлитель. Я начинаю добавлять ее понемногу и замешиваю тесто. Тесто получается достаточно густое. Оно не истекает с ложки, а падает большим куском. Как только я все хорошо размешала, я заполняю тестом формочки. Теста в рецепте хватает на 12 формочек. Заполняю я их не до конца, так как кексы будут в духовке подниматься, и ставлю их в разогретую духовку. Выпекаю кексы при температуре 170 градусов. Кексы готовы. Они очень легко вынимаются из формочек. Это удобно. Донышко у них хорошо пропеклось, не сырое. И сейчас я буду вырезать у кексов серединку. Для этого продается специальное устройство. Оно очень удобное. Но я обычно пользуюсь инструментом для вырезания середины из яблок. Я его аккуратно закручиваю в верхушку кекса. Получается кружок. И вынимаю вилкой. Затем я вынимаю немного крошки, чтобы сделать нужную мне глубину. И немножко уплотняю эту дырочку пальцем. Теперь я аккуратно добавляю джем. Можно также добавить густое варенье. Теперь я растапливаю немного шоколада, отрезаю угол у кондитерского мешочка и украшаю кексом. Можно также нарезать шоколад в обычный целлофановый пакет, отрезать в нем уголок, и будет практически то же самое. Кекс я один разломала. Смотрите, какой он внутри. Кекс хорошо пропекся, он пористый. Сверху у него корочка, а внутри он мягкий. Эти кексы можно приготовить просто к чаю, но также они будут очень красиво смотреться на праздничном столе. Только в таком случае их лучше готовить побольше. Если вам понравилось мое видео, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал. Всего вам самого доброго. Пока.